план. Первое – это история создания списков всемирного наследия. Далее следуют первые объекты по континентам, которые были внесены в списки всемирного наследия. Можно было выбрать любые другие, не менее интересные объекты всемирного наследия, но первые всегда останутся первыми, и поэтому я решил сделать по одному объекту с каждого континента. История создания списков всемирного наследия. ЮНЕСКО – это специализированное учреждение Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры. Главная цель списка всемирного наследия – сделать известными и защитить объекты, которые являются уникальными в своем роде. Для этого из-за стремления к объективности были составлены оценочные критерии. 6 первых критериев действуют с 1978 года и определяют культурные объекты. Природные объекты включаются в список с 2002 года, когда дополнительно появилось 4 природных критерия включения. С 2005 года все 10 критериев объединены в единый список. Со временем стало очевидно, что угрозу культурному наследию представляет не только военная, но и бурная мирная деятельность человека. Строительство Асуанской плотины в Египте, грозившее затоплением комплексу храмов Абу-Симбел в верхнем течении Нила, стало событием, четко обозначившим острую необходимость и в мирное время охранять памятники, предоставляющие ценность для всего человечества. ЮНЕСКО объявила кампанию по спасению памятников древнеегипетской цивилизации. Храму Абу-Симбела были бережно демонтированы, перевезены и собраны на новом месте. В дальнейшем ЮНЕСКО инициировала проекты по сохранению Венеции и ее уникальной лагуны, руин Мохенджо-Даро в Пакистане, реставрации храмового комплекса Барабудур в Индонезии. Сотрудничество в столь капиталоемкой и времязатратной сфере потребовало некоторой формализации. В результате в начале 1960-х годов на базе Международного совета по вопросам памятников и достопримечательных мест ЮНЕСКО приступила к подготовке проекта Общей конвенции об охране культурного наследия. В 1965 году на конференции, прошедшей в Вашингтоне, обсуждалось создание Организации всемирного наследия как международной площадки по сотрудничеству с целью защиты наиболее выдающихся местностей, ландшафтов и исторических мест для настоящего и будущего всего человечества. В 1968 году к предложению, сформулировав аналогичные цели в отношении природного наследия, присоединился Международный союз охраны природы. И, наконец, многочисленные участники сложного переговорного процесса согласовали единый текст документа в 1972 году Конвенцию об охране всемирного культурного и природного наследия. И таким образом началось формирование списка всемирного наследия. По количеству объектов всемирного наследия по странам и регионам лидируют Италия и Китай по 55 объектов на каждую страну. Полностью увидеть актуальный список всемирного наследия можно на сайте ЮНЕСКО. В нем же есть сортировка, к примеру, по странам, по объектам, по годам, и мы отсортировали наш список по годам. Начинается он с 1978 года, и первый объект в этом списке – это Ахенский собор в Германии. С него мы и начнем наш обзор. Ахенский собор находится в Европе, в Германии. Ахенский, он же Имперский собор, кафедральный собор епархии Ахена, в котором столетиями короновались императоры Священной Римской империи.
Наиболее древнейшая и драгоценная часть собора – это дворцовая капелла-усыпальница Карла Великого, в соответствии с заветами византийской архитектуры, предоставляющая собой по форме восьмиугольник высотой 31 метр и диаметром около 32 метров. Ахенский собор был первый объект, который был внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО в 1978 году. Огромное число паломников могут увидеть в Ахенском соборе великие христианские реликвии. Каждые 7 лет здесь выставляют исподнее платье Девы Марии, ткань, в которую пеленали младенца Христа, пояс, который был на Христе во время распятия, покрывало, на котором был обезглавлен Иоанн Креститель. Историческую истинность этих предметов, как и самых событий, сегодня установить невозможно. Однако их духовная и материальная ценность огромны. Следующий объект находится в Южной Америке, страна Эквадор, город Кито. Кито – столица, а также политический, экономический и культурный центр Эквадора, назван по наименованию древнего индейского племени Киту. В 1978 году Кито стал первым городом, внесенным в список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Кито расположен в северо-западной части Южной Америки, в межгорной котловине Анд на южном склоне вулкана Пичинча на высоте 2818 метров над уровнем моря. Город находится в 24 километрах к югу от экватора. Площадь города приблизительно равна 290 километров квадратных. Кито был построен в конце первого тысячелетия нашей эры и являлся столицей индейского государства Киту. В колониальной части города Кито сохранилось много культурно-исторических памятников, в числе которых собор XVII века, монастыри, богато украшенные резьбой и лепкой древних мастеров. В церквях Сан-Франциско, Сан-Аугустин, Ла-Кампанья и Санто-Доминго хранятся огромные коллекции старинных статуй и картин. В Кито в парке Ла-Аламеда расположена астрономическая обсерватория, основанная в 1873 году. Это первая национальная обсерватория в Южной Америке. Следующий объект всемирного наследия ЮНЕСКО находится в Африке, остров Горе, Сенегал. Остров Горе – это первый объект, внесенный в список всемирного наследия из Африки. Остров расположен в 2,5 километров к югу от порта Дакара, является коммуной столичного округа. Площадь Горе всего 128 тысячных километра, 900 метров в длину и 350 метров в ширину. Остров вытянутой неправильной формы. Его население 1102 человек, плотность превышает 6000 жителей на квадратный километр. Остров является туристическим объектом, на нем запрещено использование автомобилей. С Дакаром Горе связывает паромная переправа. Для европейцев Горе открыл португальский мореплаватель Дениш Диаш в 1444 году. После этого остров вошел в историю как один из крупнейших центров работорговли в 15-19 веках. На острове Горе хорошо сохранились постройки как для содержания рабов, так и дома работорговцев. Условия, в которых содержались люди, впечатляют и ужасают. Туристы, которых привозят на остров кораблями, могут остаться на ночевку в одной из местных гостиниц. Эти гостиницы, кстати, были построены когда-то для работорговцев, но до сих пор принимают посетителей. В
1978 году остров Гаре стал культурным объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. Следующий объект всемирного наследия ЮНЕСКО находится в Северной Америке. Всемирное наследие в Северной Америке, первый внесенный в список объект, это национальный исторический парк L'Anse-aux-Meadows в Канаде. Примерно в 1000 году Лейф Эриксон открыл землю, которую назвал Винланд, территорию современной Северной Америки. В 1960-х годах в небольшом рыбацком поселке L'Anse-aux-Meadows на острове Ньюфаундленд, которое в XVI-XVII веках заново обживали французы и сменившие их британцы, было обнаружено 8 землянок и кузница, бронзовые застежки, железные заклепки и другие предметы. Лейф Эриксон Счастливый – скандинавский мореплаватель, который посетил Северную Америку за 5 столетий до Христофора Колумба. Согласно исландским легендам, Эрик Рыжий и Лейф Счастливый совершили свои походы не вслепую, а основываясь на рассказах очевидцев того времени, видевших на горизонте неизвестные земли. Таким образом, Америка была открыта ими даже ранее 1000 года. Однако именно Лейф первым совершил полноценную экспедицию вдоль берегов, дал ему имя, высадился на берег и даже пытался колонизировать. По рассказам Лейфа и его людей, легших в основу скандинавских саги об Эрике Рыжем и саги об гренландцах, были составлены первые карты Винланда. Карта Винланда – это карта мира того времени, возможно, старейшая карта, на которой изображена Америка в виде большого острова Винланд к западу от Гренландии. Следующий объект всемирного наследия ЮНЕСКО находится в Азии, в Непале. Всемирное наследие в Азии, первый внесенный в список объект, это долина Катманду в Непале, на которой расположено более 130 памятников истории и культуры, в том числе несколько мест паломничества для индуистов и буддистов. 7 объектов на территории долины включены в список всемирного наследия ЮНЕСКО, и мы сейчас быстренько их осмотрим. 7 объектов из списка всемирного наследия в долине Катманду. Долина Катманду, площадь Дурбар в Лалитпур. Долина Катманду, архитектурные памятники Бхакпатура. Долина Катманду, буддийский храмовый комплекс Сваямбхунатх. Долина Катманду, буддийский храмовый комплекс Бодхнатх. Храмовый комплекс индуизма Пашупатинахт. Храмовый комплекс Чангу Нараян. Площадь Хануман Дхока. И последний континент, на котором появился объект всемирного наследия ЮНЕСКО, это Австралия. Первый из объектов Австралии, внесенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО, это Большой барьерный риф. Большой барьерный риф – это крупнейший в мире коралловый риф, который находится в Тихом океане.
Гряда насчитывает более 2900 отдельных коралловых рифов и 900 островов в Коралловом море. Большой барьерный риф протянулся вдоль северо-восточного побережья Австралии на 2500 километров и занимает площадь около 344 тысячи квадратных километров. Здесь обитает более 400 видов кораллов. На Большом барьерном рифе обитает около 1500 видов морских рыб. Здесь обитает крупнейшая рыба на Земле – это китовая акула. Ее максимальный размер может достигать до 20 метров. Острова Южного рифа – место размножения морских черепах. На рифе также много редких моллюсков, один из них – Харония тритон. Кроме всевозможных обитателей моря, Большой барьерный риф дает убежище более чем 240 видам птиц. Сегодня весь Большой барьерный риф объявлен морским парком, а в 1981 году внесен в список ЮНЕСКО в список всемирное наследие. Вся акватория и острова сейчас разделены на 6 зон доступности. Зона наиболее строгого контроля охраняется для научных исследований. Самая доступная зона общего использования. Здесь разрешен тралловый лов, судоходство и другие виды умеренной эксплуатации природных ресурсов, такие как туризм.